Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу», и мы продолжаем ремонт в самой дальней спальне нашего дачного дома. Кто смотрел наше прошлое видео, тот помнит, что здесь было до, да, как мы обдирали потолок, стены и также снимали доски с пола. И вообще мы думали, что будет все намного легче, потому что мы думали, что сорвем верхнюю доску, там просто пол выровняем и будет очень легко и просто. Но на самом деле получилась такая очень большая глубина. И вот эти лаги, которые мы говорили, что оставим, их пришлось убрать, потому что с одной стороны они получаются намного выше уровня. И выровнять так не предоставляется возможным. Поэтому мы решили все эти лаги убрать, а эту одну, видите, мы ее перевернули, потому что вот он как раз уровень. И если видно, смотрите, насколько ниже, сантиметров на 10. Принесли много такого стройматериала, вернее отходов, тут и кирпичи, и шлакоблоки, и сегодня еще привезут нам щебень, песок и цемент, и будем это все стараться заливать. Ну, нужно еще будет, конечно, принести этого всего много, но думаем, что у нас все получится. С самого утра с Викочкой мы уже притарабанили сюда бетономешалку, потому что вручную замешивать будет очень долго. И поскольку у нас такие сейчас идут дожди, а на следующую неделю передают будет мороз до 12, до 15 градусов, нужно тут тоже приготовить место, хотя бы чтобы наполовину всего этого залить. Я вот клеенку принес. С этой стороны мы насыпем часть щебня. Вот сюда в угол, пока будем бетонировать первую половину. А с этой стороны песок. Ну, а в углу сложим бетон. Вернее, цемент, говорю, бетон. Бетон получится уже из цемента и песка. Через 20 минут уже привезут стройматериалы, о которых я говорил. И нужно немножко сделать больше щель. Вот здесь. Мы фанерой заделали окно, чтобы было легче подавать сюда ведра с щебнем и песком. Ну и вообще, чтобы хотя бы мешок с цементом сюда пролазил. Ну а пока Рома подготавливает комнату, я управляюсь на кухне. В такие ремонтные моменты у нас частые кофе-таймы, поэтому хочется, чтобы на столе была домашняя выпечка. Готовила творожный пирог на манке с добавлением муки, яиц, разрыхлителя, соли и сахара. Все добавляла на глаз, поэтому точного рецепта оставить не могу. Да и это мой первый творожный пирог. Нам он, конечно, понравился, но вот поработать над улучшением его не мешает. Так что, если у вас есть хороший рецепт творожного пирога на манке, обязательно делитесь. Думаю, тут не только мне он пригодится. Заранее спасибо за рецептик. А вообще в ремонтные моменты времени на готовку совсем не хватает, но позднее покажу, что меня выручает. Но сейчас Рома здесь освобождает место для выгрузки щебня и песка. И почему именно в этом месте, он сейчас вам все сам расскажет. Обычно щебень и песок мы высыпаем в этой стороне нашего двора. Но водитель сказал, что он не сможет сюда заехать. Вернее, заехать сможет, но из-за того, что сильно сырая земля, он не сможет потом обратно выехать. Ну и понятное дело, что мы тоже с Викочкой вручную не поможем ему этого сделать. Поэтому мы решили высыпать стройматериалы вот с той стороны двора. Ну и на самом деле так будет, конечно же, легче и для нас, потому что не нужно будет возить тачкой все вот это расстояние. И спальня находится у нас вот в этом углу дома. Я постелил клеенку, которая у нас была в наличии. И вот как будет хорошо. Здесь набрал песок, 5 метров прошел, и вот здесь уже в спальню высыпал. Насколько это облегчит нам работу, конечно же.
Что вы на меня смотрите? Мы уже ходили на прогулочку. Все. Надо теперь поработать, девчонки. Как вы видели, нам с Ромой привезли уже щебень и песок, поэтому сейчас пойду в дом, приготовила вот ведра. И Рома будет мне подавать ведра с песком, щебнем, а я в доме уже буду все это выгружать. Вот, сейчас одену только красивые перчатки. И, кстати, вот у нас тут последний урожай помидор. Декабрь месяц, а мы вот с такими помидорками. Положу их дома на окошко, они докраснеют, и будет нам еще один салат. Так, беру ведра и пошла работать. Сейчас надо поработать. Пока погода. Так, держи. Так, принимаю. Жду. Вот так и работаем понемногу. Рома насыпает, я выгружаю. Буду набирать по пол ведра, чтобы нагрузка на спину была небольшая. И чтобы Викочке тоже там было легче принимать. Сидит красавица в окошке, а коса на улице. Да? Опа. Рома, говорят, я тебе не помогаю. Как не помогаю? Викочка мне помогает очень. Если бы я сам натягал, представь, мне надо тогда было поставить лестницу. Вот тут. По лестнице с ведрами залазить. Там спрыгнуть, высыпать. Опять на окно залезть. По лестнице спуститься. Ну, так, Я вот так. будем все честными, так бывает, получается, когда мне нужно отвлечься. Так он и делает, и ему действительно больше достается. Но и я не за кадром, не вне работы. На прогулку ходили, да? Слушай. Она хочет в домик через окно залезть. Она пыталась, да, как-то залезть, у нее Да. не получилось. Скажи, не получается. Немножко толстушечка, не может запрыгнуть. Скажи, делайте дверь. Вот делайте, пока окно вам не привезли. И буду сюда заходить, да? Да. Под прошлым видео вы оставили много комментариев с просьбой о том, чтобы мы эту комнату не делили. Для тех, кто смотрит нас впервые, скажу, что действительно мы эту комнату хотели делить на две. Сделать небольшую ванну, прачечную, туалет, все это как-то вместить в одну половинку, ну со второй половины сделать гостевую комнату. А недавно к нам приезжали наши друзья, которые помогли нам мысленно все представить, как же здесь будет красиво и будет очень удобно. Ну и решение принято, комната делиться не будет. Так, ну что, Все. наносили, навозили, навысыпали. Опа! Опа, аккуратно. Фух. Я аж ужасился. Хоть на улице и жарко, вернее, и прохладно, но Идем? мне жарко. Менять футболки. Нет, закроем Давай, да. вначале фанеру, закрутим, чтобы тут уже было тепленько, и тогда можно уже будет спокойно заливать. Да, хорошо. Так, давай вместе. У нас как раз спрашивают, а почему мы с ветродувом тут бегаем, у нас что, отопления нет? У нас печное отопление, вот, и понятно, что оно хоть сюда и заходит, но из открытого окна приходится включать ветродув. Я перебиваю тебя, кручу тут, не? Крути. Работу останавливать нельзя. А то все же ролик просят, ждут. Каждая Поэтому нужно минутка. стараться побыстрее. Так, я сейчас тут два самореза закручу, и можно будет нести ветродув, тут будет тепло, можно будет работать в футболке. Еще один. Мы сейчас спешим залить одну сторону, да, Ром? Да. Потому что нам нужно сюда притащить стиральную машинку и стирать. Иначе мы каждый день меняем одежду, а стирать как бы негде. Поэтому зальем этот кусочек, да, принесем уже Да. машинку. Она уже, конечно, доживает там свои последние деньги. Она уже такая... Скрипит. В общем, Ну. там уже
Редуктор подходит к своему концу. Мне так жалко, она вот реально классная, и она стирает много. Использует воды много, но и стирает много. То есть не 2-3 футболки, я там могу больше кинуть. И, в общем, жалко, конечно. Ну, насколько ее хватит, столько хватит. В общем, пока делаем здесь, а потом уже будем продвигаться постепенно. Точно. В нашей местности большая проблема с водой, особенно с питьевой. Ее нам приходится покупать вот в таких автоматах или в магазинах. Ну и, конечно же, сам подвоз воды нам обходится недешево, приходится нанимать такси. И, в общем, эту проблему мы решили. Ну а как, сейчас расскажем. Поэтому мы решили себе приобрести систему очистки воды. Ну что теперь, собираем? Давай, все, инструкция есть, пробуем. Тут столько деталек. Ну, я У нас думаю, у нас все получится. получится, да. Ну и вначале, согласно инструкции, мы проверили наличие всех комплектующих. С этим был полный порядок, ну а теперь мы устанавливаем мембрану в ее корпус. И еще раз повторюсь, что схема и инструкция все понятны и просты. Это как конструктор Лего, который очень легко и забавно собирать. Поэтому мы легко перешли к установке и подсоединению всех остальных деталей фильтрующей системы. Чтобы не образовался вот такой клубок из трубок гибкого подвода, их можно укоротить. Самое главное, чтобы обрезанные края трубок были ровными. Ну и так как все фитинги обеспечены специальными замками, для подсоединения трубок дополнительный инструмент не нужен. Вставляем трубку до упора, закрепляем соединение, вставляя клипсу, и все готово. Все, мы подключили, а теперь будем пробовать размещать эту всю систему у нас под столешницей, рядом с мойкой, да? Да. Там, чтобы было удобно потом еще экран подключать. Место установки системы фильтрации должно иметь возможность подключения системы к водопроводу и канализации. И самое главное, там не должно быть попадания прямых солнечных лучей. У нас же было идеальное место под столешницей. К стенке шкафа прикручиваем саморезы и на них вешаем систему фильтрации, а также насос. Так, но пока Рома наматывает намотку, я покажу вам, какой у нас здесь кран. Этот кран шел в комплекте. Ух, какой симпатичный. И очень аккуратный такой, да? Да. И именно такой, как вот он был на картинке. Так, Викулечка, где будем его ставить? Ну, какой скорее стороны? всего, что вот с этой стороны. Стой, вот неудобно мне будет. Прям в столешницу, да? Да, в столешницу. А ну, держи. Мгм. Вот так вот. И кружечку чинь. Нормально? Или может быть еще Чуть-чуть сюда? ближе давай. Еще немножко Вот, ближе. да. Вот так. Для установки крана просверливаем два отверстия. Диаметр отверстия должен быть не менее 12 мм. Ну а дальше устанавливаем сам кран и подключаем его к системе фильтрации с помощью вот таких интересных фишек, которые мне очень понравились. После того, как подсоединили систему к холодной воде, переходим к монтажу дренажного хомута. По инструкции его нужно крепить вертикально до сифона, но там у нас абсолютно не было места. Поэтому пришлось выкручиваться и устанавливать его на горизонтальной сливной трубе. Ну что, мы все шлангочки, все устройства соединили и систему поместили вот здесь, в этом месте. Ну и перед тем, как ее запустить, нам нужно сделать самый главный первый шаг. Не запуская насос, то есть помпу, перекрыть также бачок с питьевой водой. И первый шаг нужно запустить, открыть воду и спустить вот с этих фильтров серую водичку, которая образуется из-за угля. Вот, поэтому мы ее спускаем, как только идет прозрачная вода, шлангочку возвращаем на место и начинаем запускать систему. Ну и так как мы не вызывали мастера и все шлангочки и все соединения делали сами, у нас был один момент, которым я хочу поделиться, чтобы вдруг у вас будет так, вы не переживали. У нас в соединении стала капать водичка, ничего страшного. Просто надо снять клипсу, шлангочку вставить до упора, все это зафиксировать клипсой, и все, проблема решена. Ну все, теперь запускаем систему и пробуем нашу водичку. После того, как мы подрезали и подогнали гибкие шланги, вот такая красота у нас получилась. Так, ну что, пробуем сейчас воду. Какая она? Вкусная или очень вкусная? Ну хотя бы просто на вкус Да. попробовать. Да, и очень интересно. Такс. А ну, набирай себе. Пробуем. Мне нравится. Чистая, вкусная. Чистая вода. Ну, такой еще Очень какой-то необычный вкус, мне кажется. Ну, почти такая же, как мы берем вот в аппаратах водичку. Вот. И в баклажках. Да. Один вкус. Вот. И, кстати, самое главное, что теперь в чайнике у нас не будет накипи. Да, от и такой можно водички. воду пить прям с крана теперь. Раз, открыл и пьешь. Да. Так что на здоровье. Супер, нам понравилось.
Цемент у нас 500, поэтому мы думаем, чтобы раствор был очень крепким, мы сделаем его в пропорциях таких. 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 4 щебня. Обычно мы так делали, и все держалось очень хорошо. Ну а я отвечу еще на один часто задаваемый вопрос, где же мы все это время купались и ходили в туалет. Как вы знаете, этот дом раньше был дачей, поэтому, конечно же, мы жили в городе и там купались. Но после пожара мы здесь живем на постоянной основе, ну и ванны, понятное дело, здесь нет, ну а душ у нас есть летний. Туда мы ставим ветродув, нагреваем комнату, также в бак набираем горячую воду, ну и вот так вот мы купаемся. Туалетом мы пользуемся на улице, ну а в холодное время мы используем переносной туалет. Ну а что, дело-то житейское и неудобное, поэтому сейчас я готова приложить максимум усилий, чтобы у нас поскорее появился туалет и душ, и ванна. И пока Рома там бетонирует, я стараюсь ему как-то помочь. Постепенно приношу разные камешки, кирпичики, чтобы работа шла быстрее. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Мы закончим работы и тогда отдохнем. Или я ошибаюсь? Ну, время покажет. Поскольку слой у нас очень большой, мы заливаем его в 2 этапа. Как видите, вначале вымостили слой камней, залили его, а теперь положили 2 слой и тоже его будем заливать. Это для того, чтобы раствор вошел во все щели и не оставалось пустот. А вот тут у нас натянута зеленая нитка, это как раз и есть уровень. По нему примерно и буду равнять. Работа, конечно, очень грязная, и иногда может даже что-то вылететь с бетономешалки и прилететь прямо в глаз. Но мне нравится. Между раствором и уровнем оставляю небольшую щель, чтобы потом можно было выровнять уже раствором без щебня. И поверхность была гладкая и красивая. А мы сейчас едем в город. Да, только нужно побыстрее, а то сейчас автобус уедет. Да. Вот такое у нас утро. Еще так пасмурно. Отправка зеленая. Отправка зеленая, да. Супер. Так, ну, побежали. Но мы возьмем вас с собой в город. Мы редко показываем такие кадры. Ну и день начинается с чашечки кофе, которое мы решили попробовать в новом кафе. Оно нам очень понравилось, там кофе был очень вкусный. Нам понравилось не только кофе, но и такие вкусности. И, кстати, посмотрите на эти стаканчики. Думаю, что среди зрителей есть те, кто помнят такую игру, как «Морской бой». Она мне напоминает мои школьные годы, и вы делитесь в комментариях, играли ли в нее за партой. В город мы приезжаем раз в неделю, навещаем родителей, также делаем закупки, и стараемся успеть другие дела сделать. Также мы посетили супермаркет и купили разных вкусняшек. А еще зашли в магазин текстиля, одежды, и Роме подобрали хороший рюкзак, потому что в его рюкзаке теперь живут котики. Ну, я поспешила в отдел текстиля, и, как говорится, лучшие друзья девушек нет не бриллианты, а новые подушечки. Казалось бы, мелочь, но таких покупок так приятно. В общем, немного поснимали вам таких непривычных для нас кадров, но если вам они нравятся, мы понемногу будем вставлять их в наши видео. Пишите об этом в комментариях. Мы сегодня у родителей работаем, приехали немножко им помочь и будем сейчас утеплять угол на доме. Так, вот Рома уже там помогает, я иду им помогать. У Ромы новый прикид. Рома, привет! Так, в общем, вот этот угол нужно сейчас утеплить. Тут, конечно, придется поработать, потому что здесь нужно будет вырезать под окошко. Вот, а здесь уже пойдет работа попроще. Ну а нашу работу родителей можно назвать так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И как бы мы ни старались сделать аккуратно и чисто, но первый блин пошел комом. Поначалу вроде пошло все как надо. Отмерили, отрезали и нанесли клей-пену. Но вот нанесли не на то место. Клей высох, мы его сняли, но вот следы пены остались. Ну а дальше работа пошла как по маслу, ну а я все думала, чем же убрать следы пены. А вообще родители на даче хорошо
небольшой участок, компактный и уютный домик, добрые соседи, все как в советском добром кино. Работа кипит, все шуршат как муравьи, и хотелось бы, чтобы так было всегда. Но сейчас как раз тот момент, когда все работают, ну а я пойду-ка им тоже помогать. Ну что, Ром, получается? Ступеньки получились. Так, сейчас позовем главного портного. Принимай работу. Ну а я возвращаюсь к следам от клей-пены. У нас все-таки получилось от них избавиться, а сделали мы это с помощью перчаток, пропитанных резиной. В общем, вот такими нехитрыми движениями, и клея на пеноплексе не осталось. Все чисто. Ну и по итогу мы поехали домой с выполненной работой и спокойным сердцем. Сбегала домой, взяла ведро и ножик. У нас тут под яблоней, оказывается, съедобные грибы растут. Кстати, Рома уже вот набрал еще земли. Мы сегодня будем окучивать и утеплять розы. Но это потом. Сейчас Да, тащу полную тачку на гриб. Ляня, грибы какие красивые. Ну, представляешь? Интересно, они съедобные? Ну, я когда спрашивала, то мне сказали, что это съедобный гриб, и там должна быть у него ножка с сиреневым отливом. Ну, сейчас отрежу, посмотрим. Ух, какой мясистый! Ага, Красавчик. смотри какой. Я думаю, что это, наверное, фруктовики. Альфуша, Да? а ты что думаешь, а? Альфуша, Эксперт номер один. ну пахнет, вроде не воняет. Не, пахнет отлично. А ну, Альфуш, понюхай. Даже облизнулась, да? Ты будешь жареные Скажи, кушать? если вы приготовите, конечно же, я буду. Еще мы фотографии выставим у нас в Телеграме. Да, и если видео выйдет, значит мы остались живы. Да. Так, у нас еще есть одни эксперты, это наши соседи. Так что мы сейчас сходим, спросим. Чурлик мой, красавица моя. Радости сколько! Так, вот они у нас еще тут растут. Один, вон там два. Ой, получилось. Ну так, срежу все равно. Выкопала, да? Закопаю ножку. Ну, я только взяла, хотела Ну отрезать. ничего, вырастут. Да, это съедобные. Вот тут ножка с сиреневым отливом. Это то, что надо. Съедобные. Но мы еще перестрахуемся. Спросим. Так. Здесь попробую сейчас аккуратно срезать. Оп. Как вроде резиновые такие. Такой звук. Так. Обязательно корешок надо оставить, чтобы в следующем году они нас еще порадовали. Ой, Рома, и там их сколько. Ну, ага, вот еще один подальше. И вот там, возле нескошенной травы. Вон, видите, тоже внизу есть. С яблочком. О, какие мясистые, Рома. Так, сегодня на Вкуснятина. ужин жареные грибочки. Я знаю, что в наш поселок приезжали за грибами туда, на поля, на бугры.
много приезжало с города, собирали. Вот машин было много. А нам не нужно, да, Ром, ничего, Да. никуда ходить, не ездить. Они у нас вот растут почти во дворе. Так, вот еще грибочки. О. Так, и вот еще грибочек. Мы вообще с Ромой такие не очень грибники. И грибы кушаем не часто. Мы боимся. Думаем, если сорвем что-то, не то да. из-за 2 грибов отравиться глупо. Мгм. Вот, ну, иногда, тем более вот тут рядышком, экологически чистый продукт, можно и побаловать себя. Мы провалим его раза 2-3. Мгм. чтобы Говорят, уже еще точно. нужно, когда провариваешь грибочки, нужно кинуть луковичку. Если она посинеет, значит грибы отравленные. Значит, и мы посинеем. Да, значит, кушать их не стоит. Ну, не знаю, это так вот я с детства слышала, поэтому... Но на всякий случай тоже кинем. Шутка не шутка, но кинем луковичку. Ну, такой неплохой улов у нас грибочков. Да. Улов. Это, знаешь, называют тихая охота. Да? Да, Не, я такое не слышала. такая. Никого не убиваешь, не стреляешь, шума не наводишь, а добыча есть. Добыча есть. Так, проходи вперед. Ох. Но мы сейчас готовим розы к укрытию. Рома выравнивает заборчики для них, а я подсыпаю землю. Такие ограждения мы ставили для защиты роз от наших питомцев. От вас было немало советов по поводу того, как ухаживать за розами, также как можно их размножать. Так что всем большое спасибо. Ну и в этот же день убрала все оставшиеся сухие растения в других палисадниках. Ну а Рома тем временем укрывал виноград. И чей там хвостик выглядывает, а? Веснушка? Веснушка? Лабиринты. Веснушка, тебе тут нормально, да? Ты в домике? Ты спряталась? Так, сейчас покажу, на каком мы этапе работы. Так, ну что, вот как у нас выглядит сейчас комната. Да, мы уже залили, получается, вот эту, наверное, 3-ю часть. Вот так, более-менее ровно получается. Ну и уже скажу, что так уже все затвердело. Совсем другое дело. Да, 3-ю часть уже залили. Но сейчас буду заливать вот этот небольшой кусочек, чтобы он тоже затвердел, и туда можно уже было передвинуть бетономешалку и заливать остальное. Так, вот я даже принес тут уровень и примерно уже выставил. Так, ну вот так. Видите, здесь примерно по уровню и вот здесь. И теперь тоже ровно будем все заливать.
Рома, давай покажем. Тут у нас наши лапушники наделали нам делов. Да, мы на ночь не закрывали эту комнату, чтобы хорошо раствор сох. И гляньте, такие 4 отпечатка. Это кто-то, наверное, с разбегу, с разгону летел. А кто же это сделал? Или вот Биня тут бывает частый гость, бывает Персик, может Веснушка. В общем, не знаем, как вычислить. Это было ночью, у всех лапы чистые. Но мне кажется, это Беня, у него такие лапыщи Большие здоровые, да. лапки. Беня. Ой, интересно ему все. Ну это ж надо же, а. Как все интересно. Бригадир номер 2, да? Да. Это помощник Персика. Пока Персик отдыхает, Беня на работе. Сейчас выкапываю яму, это у нас будет канализация. Здесь уже, наверное, углубился сантиметров на 70, а нужно, чтобы на улице вышло где-то метр или больше, чтобы потом вода не промерзала, канализация это. Так что вот столько уже углубился, сейчас еще немножко, а потом буду выходить на улицу. Но тут у нас, конечно, трудности, тут у нас фундамент такой очень толстый. Здесь дикарь идет, вот смотрите, вот это все, и даже вот тут внизу еще тоже камень. Так что как-то будем пробиваться. Можно, Такая проблема у нас. может быть, ломиком придется или чем-то как-то выбирать Да. оттуда камни. Не представляете, да, мы вот не ожидали, мы вообще не думали, что у нас здесь такой фундамент, вот, и не ожидали, что он настолько глубокий окажется, и думали, сейчас подкопаем, да, подроем землю, и там будет проще, уже пойдет земля, и выкопаем, как бы, там трубу будет проще, но нет, до сих пор идет камень, да, Рома, а там дальше что, там тоже камень. Не знаю, будем дальше рыть, посмотрим, что там ниже. Ну, представляете, вот такой у нас фундамент. Этой проблемой мы поделились в нашем телеграм-канале. И там вовремя нам подсказали и дали срочный дельный совет. Нам нужно было учесть, что участок идет под наклоном. А с этим связаны очень многие дальнейшие важные моменты. И выкопка ямы, и наклон трубы. Это немаловажное замечание, и в общем мы поменяли направление. Выход канализации будет идти в другом направлении, немножечко в обход, но это правильное решение, и теперь так будет лучше. Так что все, кто за нас переживал и давали совет, большое вам спасибо. У Ромы здесь целая группа поддержки. Ага, альфа-мечется, не знает, где ей притулиться. Главное, чтобы не упала. Да? И Персик туда-сюда, туда-сюда. Скажи, а как же? Надо все проследить. В общем, немного идут работы здесь. Ну как немного? Много идут работы теперь снаружи. Вот эта траншея. Она будет вести как раз там за Ромой будет яма, да? Да, вот, где будет слив. Что, Персик? Полет неудачный. Так, и вот где-то здесь проходит то, что Рома копал, проход этот. В общем, такой вот нелегкий кусок работы нам достался. Многое мы не ожидали, еще вот эти вот корни мешают. Ну и дальше эта траншея будет идти у нас. Вот, там уже начинали мы выкапывать. Вот оттуда вода идет, и вот тут все это будет прокапываться.
для воды труба сюда будет тоже здесь заходить, а канализация здесь же будет выходить и туда. Ну, как-то так, по-другому. Мы уже думали, Ром, да? Никак. Скажу, уже сил нет даже говорить, что-то рассказывать. Вот, в общем так, коротко. Коротко о главном. Покажу вам, на каком этапе мы сейчас работаем. Здесь Рома уже сделал подвод, вернее, начал заниматься раскопкой траншеи. Это будет у нас подвод воды в дом. То есть здесь яма с основной трубой, счетчиком. Вот, и вот здесь будет водичка идти по этой траншее, вот здесь заходить в дом. Немножко потом подробнее все расскажу, куда это все выходит, зачем. И покажу там, на каких этапах сейчас Ромочка мой работает. Трудяга мой. И, Колечка, смотри, я тут уже дырку пробил. Видишь? А ну покажи. Какой туннель у нас. Наконец-то пробился. Ура. Теперь только осталось ее расширить хорошо. О, какой-то... Дело в том, что ну, сколько тут у нас? Наверное, больше метра бетонная плита залита. Видите? Какая толщина и длина. И поэтому пробиваюсь снизу. Вот сделал такую трубу специальную. Немножко ее под углом отрезал. Внизу ставлю и кувалдой Пробиваешь, лупашу. да? Лупашишь. Мгм. Ничего себе. Фух, ну вот так работа и продвигается у нас. Ну уже хорошо, да? А вот тут же у нас будет яма. Вот где заканчивается траншея. Вот. И примерно здесь будет начинаться яма. Наверное, там 2 на 2 по периметру. 2, 2, 2 и глубину. Тоже обычно 2 метра рой, да? Вот здесь, да? Да. Ну, может быть, мы сделаем чуть-чуть шире, потому что еще потом когда-нибудь будем облаживать шлакоблоком. Фух, разговариваю, а сам задыхаюсь. А какой ты у меня грязненький, Рома. Грязный, нормальный. Ну, немножко вот штанишку. Ой-ой-ой. Влажными салфетками, я думаю, раз, немножко. Не, влажные салфетки тут уже не спасут. Пойдем домой, я тебя отмою, отстираю и накормлю. Хорошо. Пойдем.